В загрузочном экране этого уровня мы спамим кнопку Shoot Dodge и кнопку вперед. No Таким Minotaur образом, lurked в in this катсцене Макс labyrinth, проходит but небольшое somewhere out расстояние. there, on the clanking deck of his cargo freighter, Если the вы skipper of the прыгаете Chiron was на waiting, кнопку лучшего like the оружия, ferryman of the river ну, если вы Styx. умеете это делать, то вы можете с дробовика, если у вас дробовик в начале уровня был, вы можете на кнопку лучшего оружия попробовать прыгнуть вот сюда, на крышу этой постройки, и дальше соскользить, и нам нужно вот к той двери. Если все-таки у вас это не забинжено, вы не привыкли делать на лучшее оружие, то подходим вот так вот и делаем суперджамп диагонально. На высоком FPS нажимаем на кнопку, чтобы Макс не тупил. Этого можно убить, можно обойти. Убивается он проще с обреза, но обрез желательно не подбирать. На предыдущем уровне можно было подобрать два обреза. Один в баре с боссом, другой в самом начале, где мы гранаты подбираем. Желательно, наверное, не подбирать. Дальше мы бежим вот сюда, в эту дверь, переключаемся на 30 FPS, прыгаем. 30 FPS здесь, чтобы не словить долгую анимацию вскарабкивания. Нажимаем на кнопку, переключаем на 20 FPS, и здесь есть два варианта, как мы можем допрыгнуть. Собственно, видите вот этот вот угол перил поваленной лестницы. Мысленно как бы проводим дальше линию этого угла. То есть вот это вот прямая линия. Короче, на уровне вот с этим углом мы прыгаем на 20 FPS, и мы спокойно допрыгиваем. Либо если вы новичок или если вы где-то там на рейсе с кем-нибудь на гонке, есть более безопасный способ, потому что здесь все-таки иногда бывает не хватает высоты, Макс падает и разбивается. Более безопасный способ заключается в том, что мы подходим вплотную вот к этой части лестницы, прям упираемся в нее, и с зажатой кнопкой вперед мы нажимаем прыжок, и он вскарабкивается вот на эту лестницу. Уже с этой лестницы спокойно он допрыгивает. Нажимаем вот на эту кнопку, берем здесь пейнкиллеры, 4 штуки, и спокойненько прыгаем на эту лестницу, урона здесь не получаем от падения. Вот этот ящик, нельзя вставать перед ним, но можно вставать сбоку от него. Это не будет наносить нам урона. Мы ждем, пока он отъедет и откроет нам дверь. Бежим вот сюда, 20 FPS, и стараемся прыгнуть вот на эту лампу. Когда мы увидели уже, что мы успешно сделали суперджамп, мы прыгнули на него, приземлившись на лампу, желательно переключить FPS либо на 30, либо на 100, как вам будет удобно, потому что на 20 все-таки управление персонажем, оно немножко такое, ну, с лагами, и вы просто можете, может не прожаться input прыжка, и он у вас свалится вниз и разобьется. Это происходит достаточно редко, но все же этого можно избежать, если вы переключите FPS. Дальше мы бежим вот сюда, прыгаем на заборчик и вниз. Проходим одни ворота, вторые. И вот смотрите, на третьи ворота. Здесь желательно прыгнуть даже не на сами ворота, а вот на эту вот коллизию, которую видно только с этой стороны, а с этой стороны она как бы невидима. Но здесь все равно есть довольно легкий ориентир по тому, где оканчивается ООБ. Собственно, мы суперджамп делаем вот на эту коллизию. Почему на эту коллизию желательно сделать суперджамп? Потому что она чуть повыше, и вы сможете просто чуть-чуть большую дистанцию пройти, соскользив на боковом стрейфе вот так вот. Очень важно, чтобы вы приземлялись суперджампом именно вот либо на эту часть забора, либо вот на эту часть забора. Потому что если вы просто вот перепрыгнете, очень велика вероятность того, что Макс разобьется. Однако есть все же лайфхаки, чтобы не разбиваться. Например, вы не должны зажимать стрейф ни в коем случае. То есть, если вы делаете суперджамп, то просто зажимаете кнопку вперед, не нажимаете на стрейф. В этом случае у вас, по идее, не должно быть урона. Но лучше все равно, я говорю, прыгать на вот эту вот часть забора. Дальше соскальзываем на боковом стрейфе, и дальше есть два варианта. Мы можем либо вот так вот пройти, здесь проходим, и нужно будет сделать еще один суперджамп вот на этот вот забор. Тоже с него соскальзываем,
на боковом стрейфе. И вот нам нужно в эту дверь, там находится выход с уровня. Либо есть второй вариант, который медленнее, где-то по оценкам, может быть на 1 секунду. Но достаточно проще, потому что нам не придется делать суперджамп. То есть мы просто бежим пешком вот здесь. Здесь я, наверное, рекомендовал бы переключиться на ингам, потому что если мы идем по этому маршруту, нам сейчас заблочит дорогу враг, нам нужно быстро его убить.